150 раз уничтожить мир. Сенсационное заявление Трампа на первых строчках всех мировых изданий. Что и зачем сказал президент США. И когда он перейдет от слов к делу, все подробности. Дальнобойное оружие передано Украине. Президент поменял решение. Поставлена окончательная точка в нашумевшем вопросе. Самое мощное оружие в руках ВСУ. Украинские дроны унизили российскую оборону. Такого еще не было. 4 попадания в одно и то же место. В какое и почему бьют именно туда? Москва готовит новую спецоперацию? Вагнеровцы замечены в Эстонии. Европа в напряжении. Удар в спину от союзника. Кто заработал на российских проблемах? Заинтересованных в крахе российской экономики становится больше. В Кремле такого не ожидали. В армии начали изымать личное авто. У кого заберут нажитое и от какой опасности это может спасти? Об этих и других главных событиях вечера понедельника, 3 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Президент Финляндии решил предложить миру новую площадку для переговоров и зовет Трампа, Путина и Зеленского в Африку. Александр Стуб заявил, что готов организовать встречу лидеров во время саммита G20 в Йоханнесбурге в конце ноября. По его мнению, Африка – нейтральная территория, где у сторон может появиться шанс хотя бы начать диалог. Если здесь будет прогресс, следующим возможным пунктом, вероятно, будет саммит G20 в Южной Африке. До этого я не вижу никаких условий для встречи Путина и Трампа, но это зависит от них. Финский лидер подчеркнул, что без личного контакта президентов США, Украины и Владимира Путина движение к миру невозможно, а новая точка переговоров вдали от Европы может снизить градус напряжения. В Хельсинки инициативу называют дипломатическим экспериментом, попыткой вернуть доверие и запустить процесс, который застопорился после провала Будапештской встречи. А верите ли вы в успех этого мероприятия? Верите ли вы, что Путин действительно может прилететь в Африку? Пишите свои ответы в комментариях. Это очень важно. Окончательное решение насчет дальнобойного оружия наконец-то принято. В давнем вопросе поставлена точка. Британия решает усилить Украину ракетами, которые больно ударят по тылу оккупантов. По данным Bloomberg, поставка огромной партии прошла недавно и рассчитана на всю зиму, когда ожидается рост российских атак по инфраструктуре. Количество ракет не раскрывается. Storm Shadow – ракеты дальностью более 250 километров, способны эффективно обходить ПВО. Ракета летит на сверхмалой высоте, огибая рельеф, и способна пробивать укрепленные подземные цели. Украина уже применяла их против целей на территории России, включая удар по химзаводу в октябре. Решение Лондона совпало с обещаниями Запада держать поддержку Киева дольше, чем Москва выдерживает санкции. Силы обороны Украины выходят на новый рекорд. 4 раза обстрелять один и тот же НПЗ за 2 месяца – это уже диагноз. На этот раз снова досталось саратовскому НПЗ Роснефти, одному из крупнейших в европейской части страны. По данным Астра и аналитиков Днепро-Осинт, дроны поразили установку АВТ-6, где вспыхнул пожар. Еще один беспилотник остановила антидроновая сетка. Местные жители сообщали о взрывах и сиренах и работе ПВО в Саратове, Энгельсе и соседних районах. Минобороны РФ заявила, что перехватило 29 дронов, но при этом аэропорт Саратова ночью закрывали, а в Пензенской области вводили план «Ковер». Помимо Саратова, этой ночью дроны атаковали Ростовскую, Волгоградскую, Белгородскую области и Ставропольский край. Всего, по данным Минобороны, над Россией было сбито 64 беспилотника. Саратовский НПЗ перерабатывает около 140 тысяч баррелей нефти в сутки и обеспечивает топливом значительную часть Центральной России. Украинский Генштаб заявляет, что предприятие напрямую задействовано в снабжении армии РФ. Ранее этот НПЗ подвергался ударам 16 октября, 20 и 16 сентября. Серия таких дроновых атак уже серьезно ударила по экономике. По оценке Bloomberg, в октябре объем переработки нефти в России упал до минимума за 5 лет. На внутреннем рынке начался дефицит бензина, власти сократили экспорт и вынуждены закупать топливо у Беларуси и Китая.
Пару месяцев и войну можно закончить, говорит Трамп. И, наконец-то, дает четкий ответ по поводу дальнобойных ракет для Украины. Решение президента еще может поменяться, ну а пока нет никаких томагавков. Никакой последней капли нет. Иногда приходится позволить им сражаться, воевать и довести все до конца. Это была тяжелая война. Россия потеряла много солдат. Может быть, 1 миллион. Это очень много. И для Украины тоже все было тяжело. Это тяжелая война для обеих сторон. Иногда нужно просто пройти через это. Трамп в очередной раз напомнил, сколько войн он урегулировал своими руками, внезапно достав из-за пазухи свой распечатанный твит. Видимо, чтобы не перепутать Армению и Албанию. Опять. И снова заявил, что думал, что войну России в Украине будет урегулировать намного легче. Что ж, у нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Думаю, нам следует что-то сделать по денуклеаризации. И на самом деле я обсуждал это и с президентом Путиным, и с президентом Си. У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и у Китая его тоже будет много. У них есть некоторое количество, у них довольно много. Но, к примеру, в России объясняют проведение ядерных испытаний вполне благими намерениями, поэтому прекращать их, а тем более проводить какую-то денуклеаризацию, вряд ли. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли обо всех этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так и еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Удар откуда не ждали, и еще один друг Кремля отворачивается от него. Боеприпасы для Украины теперь можно купить в Белграде. Сербский президент предложил Европе скупить у его страны все запасы боеприпасов и не возражает, если они потом окажутся в Украине. Покупатели смогут делать с ними все, что захотят, говорит Александр Вучич. При этом он подчеркивает, что Сербия остается нейтральной страной, но готова, цитирую, сотрудничать с европейскими армиями и нуждается в долгосрочных контрактах. Я не хочу казаться тем, кто поставляет боеприпасы воюющей стороне. Европе нужны боеприпасы. Я предложил нашим друзьям в Европе заключить соглашение и закупить у нас все, что у нас есть. Это было бы феноменальным вкладом в европейскую безопасность. Судя по всему, Сербия ждет отмашки от Европы. Между тем, в Москве такую позицию воспринимают болезненно. Российская разведка не раз обвиняла Сербию в поставках боеприпасов Киеву через посредников. Летом, после очередных упреков, Вучич объявил о приостановке экспорта вооружений. Теперь все официально и через Европу. Ждем реакцию Кремля. Еще немного нефтяных сюрпризов для Москвы. Украинские удары по российским НПЗ и новые западные санкции перевернули нефтяной рынок. Теперь на падении Москвы зарабатывают ее конкуренты. По данным Reuters, прибыль 4 крупнейших западных нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron, Shell и Total Energies от переработки выросла в среднем на 61% в третьем квартале. Совокупная прибыль на 20%. Все благодаря сбоям в поставках из России, чьи нефтеперерабатывающие заводы с июля подвергаются постоянным атакам украинских дронов. В сентябре экспорт российских нефтепродуктов сократился на 500 000 баррелей в сутки до минимума с начала пандемии. И этот дефицит немедленно превратился в прибыль для Запада. У ExxonMobil, например, подразделение энергетических продуктов заработало почти $2 миллиарда. Это на треть больше, чем кварталом ранее. BP, British Petroleum, которая после вторжения вышла из капитала Роснефти, теперь фактически получает дополнительный доход благодаря санкциям. Норма прибыли выросла на 33%. Россия тем временем теряет рынки один за другим. Удары дронов, эмбарго и осторожность азиатских партнеров свели на нет стратегию восточного разворота. Мировой рынок уже делает вывод: эпоха дешевой российской нефти подходит к концу. Российский флаг на границе страны НАТО. На реке Нарва эстонские пограничники заметили российский катер под флагом ЧВК Вагнера. В Эстонии это называют провокацией, но относятся ко всему с юмором. Сложно сказать, марширует ли Вагнер снова на Москву или теперь начинает с Петербурга. Похоже, что они аннексировали российскую пограничную службу.
Министерство иностранных дел Эстонии направило Москве официальный запрос, требуя разъяснить, что делают судно с такой символикой у их границы. Израильская армия изымает автомобили, правда, не у всех, а только у военнослужащих, да и не все автомобили, а только китайского производства, уже находившиеся на балансе армии. До этого им просто запретили въезд на территорию воинских частей, но теперь запрет превратился в зачистку. Объясняют это все подозрениями, что китайские авто могут собирать данные о передвижении, переговорах и объектах и передавать их на серверы в Китае. В распоряжении военных, по словам источников, есть технические основания считать, что некоторые модели оснащены скрытыми модулями связи. Этот процесс продлится до конца первого квартала 2026 года. Официально меры называют профилактическими, но за кулисами говорят о растущем недоверии к китайским технологиям вообще, от камер наблюдения до электрокаров. Всемирно известная реликвия под угрозой. Часть знаменитой голубой мечети разрушена. Святыня рухнула вместе с жизнями людей. На севере Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла, которое унесло жизни как минимум 20 человек и ранило около 260. Подземные толчки рано утром 3 ноября обрушили святыню города Мазари-Шариф. По словам представителя местных властей, повреждена часть комплекса, включая один из минаретов. На опубликованных в сети видео видно, как перед мечетью лежат обломки и фрагменты кирпичной кладки. Reuters подтвердил место съемки по спутниковым снимкам, но дата ролика пока не установлена. Спасатели продолжают разбирать завалы, и власти предупреждают, число жертв может увеличиться. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.